Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero. Привет, друзья! Добро пожаловать на наш подкаст Russian from Zero to Hero. Меня зовут Ирина, и я учитель русского языка. А это мой муж. Всем привет! Меня зовут Антон, и я простой носитель русского языка. Сегодня мы поговорим об изучении иностранных языков. И, конечно, мы с Антоном поделимся личным опытом. А перед тем, как начать, хочу напомнить, что 18 ноября у меня начинается курс по разговорному русскому языку на основе подкаста. Участники курса получат эксклюзивные выпуски подкаста, скрипт к каждому эпизоду и рабочую тетрадь. А также каждую неделю мы будем встречаться на разговорных встречах, чтобы обсудить темы подкаста. Если вам интересно узнать больше и вы хотите записаться, то проверяйте мой сайт russian-from0.com. Ссылка есть в описании к подкасту. Ну что ж, а мы начинаем. Готовы? Поехали! Антон, давай начнем с того, что обсудим, какие языки мы с тобой знаем, какие языки мы учили. В общем, поговорим о нашем учебном опыте. Расскажи свою историю, какие языки ты знаешь, на каких говоришь, что сейчас учишь. Слушай, если говорить прямо про языки, которые я знаю, на которых я могу говорить, то это только английский, и то с оговоркой, с натяжечкой, можно так сказать. То есть я могу читать книги, например, с помощью переводчика, смотря какие-то сложные слова, разговаривать с людьми, смотреть какой-то контент, но я бы не сказал, что я прямо знаю английский. На самом деле людям очень сложно ответить на вопрос, какие языки ты знаешь, потому что знать — это какое-то безусловное знание, стопроцентное. Но с языками трудно применить это слово, потому что даже в русском языке для нас, для носителей, есть что-то новое, и мы всегда будем что-то узнавать новое. Поэтому тут трудно дать определение слову «знать». Но в твоем случае ты уже реализуешь много потребностей на английском языке. Ты читаешь художественную литературу, и мы с тобой смотрим фильмы и сериалы на английском языке. И если бы мы жили с тобой в англоязычной стране, то мы бы справились. Я думаю, что мы можем сказать, что мы знаем английский язык. С оговоркой, да, с натяжкой, конечно. Мы все равно делаем какие-то ошибки, произношение не идеальное, но мы можем коммуницировать на английском языке и удовлетворять множество наших потребностей. Хорошо, послушаю дипломированного педагога и буду говорить всем, что я знаю английский язык. Тогда, наверное, вторым я бы упомянул, может быть, даже немецкий, потому что, когда я учился в школе, с 5 по 11 класс мы учили немецкий язык. Это интересно, я не думала, что ты скажешь про немецкий. И как ты его учил? Ты можешь сейчас говорить по-немецки? Я бы сказал, что я учил его очень неохотно, и в школе я вообще не понимал, зачем он мне нужен. Не видел никакой ценности в том, чтобы прикладывать хоть какие-то усилия. Как знаешь, в школе это бывает, что у тебя есть предмет, который тебе не нравится, он тебе не нужен, и ты, соответственно, просто делаешь необходимый минимум, чтобы не получить 2 по нему, а потом после школы забываешь, как страшный сон. Так случилось у меня с немецким, и, наверное, иногда я думаю о том, что если бы я начал вспоминать, если бы я сейчас начал заниматься немецким, у меня начальные какие-то этапы прошли бы быстрее, чем с другим языком, который я изучал бы с нуля. Но я бы не сказал, что я хоть отдаленно его знаю, то есть там даже уровня А1 у меня нету точно сейчас. Что такое? Я часто очень слышу от людей и от своих студентов, то есть это какая-то общая проблема для многих стран, что в школе
преподают иностранный язык не в практичных целях. Как-то люди, студенты не понимают, зачем они это делают, и потом после окончания учебы забывают про этот язык как про страшный сон. У меня такое произошло с казахским языком. Когда я училась в школе в Казахстане, мы учили казахский язык все 11 лет, представляете? И это реально выучить язык за 11 лет. Тем более у нас были уроки 5 раз в неделю, нам давали много домашнего задания. Но в итоге я закончила школу и забыла про этот казахский язык как про страшный сон. Ну, здесь, я думаю, мы можем вернуться к нашему прошлому выпуску подкаста, где мы отметили, что самым важным в изучении каких-либо вещей является мотивация. И в школе мотивации как раз не хватает. Я не знаю, какие у тебя были проблемы с мотивацией учить казахский язык в Казахстане, но у меня совсем не было мотивации учить немецкий язык, потому что не могу сказать, что Германия когда-либо привлекала меня как страна для жизни, или немецкая культура сильно меня привлекала, и мне хотелось бы в нее погрузиться и как-то разбираться, читать какую-то литературу в оригинале, например, или еще что-то. Поэтому мотивации учить немецкий у меня действительно не было никогда, и ее нет и по сей день. Поэтому вряд ли я вернусь, разве что ради эксперимента размять мозги и проверить, действительно ли я могу что-то вспомнить. Вопрос про казахский язык на самом деле очень интересный. Я много думала об этом, почему я не смогла. Тут я хочу сделать один комментарий о том, что в Казахстане люди считают, что знать языки — это что-то очень сложное. И только самые умные люди смогут это сделать — выучить иностранный язык. И когда я оканчивала школу, на самом деле у меня была 5 по казахскому языку. Я участвовала в олимпиадах, у меня были отличные перспективы, и если бы я осталась в Казахстане и не побоялась говорить по-казахски на улицах, то, мне кажется, у меня бы было большое будущее. Я бы могла развивать казахский язык в Казахстане, потому что, знаете, это очень хорошо, когда русские в Казахстане показывают, что они говорят по-казахски, и таких людей очень поддерживают, чтобы развивать изучение казахского языка в Казахстане. Но у меня был огромный страх, какой-то непреодолимый барьер, потому что я боялась осуждения со стороны общества. Это очень странно, я понимаю, потому что я говорю, что меня бы поддерживали, но в то же время в Казахстане часто, если видят русского человека, то с ним будут говорить по-русски. И если русский человек начнет говорить по-казахски, то даже не все поймут и не всегда поддержат. Я знаю, что сейчас эта ситуация в Казахстане меняется, и казахский язык развивается, и я очень рада. И сейчас я, наоборот, жалею, что я бросила и побоялась, но на тот момент я испытывала огромный страх, и по этой причине мои знания по казахскому языку как бы обнулились. Хотя сейчас я часто в голове, возвращаясь к казахскому языку, вспоминаю какие-то слова, предложения и понимаю, что я хочу его снова выучить, я хочу вернуться к нему, потому что у меня есть очень хорошая база. И теперь, будучи учителем русского языка, учителем языковедом, я понимаю, как вообще учить языки. И теперь мне не составит труда его восстановить. Но если мы будем жить в Казахстане, я бы с большим удовольствием это сделала. Это интересно, то есть твой случай с казахским языком — это прямо яркий пример того, как языковой барьер помешал тебе внедрить больше практики, больше языковой практики, разговорной практики в процесс изучения языка. А потом, когда ты поехала учиться в Россию, ты и вовсе его забросила и забыла. Да, это то, что произошло в моей ситуации. А как не забывать язык? Как поддерживать те навыки, которые у тебя уже есть, и формировать новые навыки, при этом не постоянно изучая язык, то есть не занимаясь прямо сейчас с преподавателем, а, например, поддерживать просто уровень. Ну или, может быть, даже занимаясь и совершенствуя язык. Как ты сейчас работаешь, например, над английским языком, который выучила еще в школе? Очень хороший вопрос. Давай его обсудим.
Сейчас я не занимаюсь английским языком с преподавателем, да. Но при этом я использую английский язык на своих занятиях. Бывает, что я записываю видео на английском языке, поэтому английский язык я прям очень много использую в своей жизни и работе. Во-первых, я постаралась включить в свою жизнь как можно больше контента на английском языке. Мы с тобой, как я уже сказала, смотрим сериалы и фильмы на английском языке, причем с субтитрами. Я фанат субтитров на языке оригинала. То есть, с английскими субтитрами. Ну да, с английскими субтитрами. Просто я, например, еще учу испанский, и я могу смотреть что-то с испанскими субтитрами. Поэтому я использовала термин на языке оригинала. Субтитры на языке оригинала. Ну так вот, я уверена, что очень важно развивать навык замечания или noticing. То есть важно замечать. Поэтому я очень люблю субтитры. Когда у нас уже довольно высокий уровень, и мы умеем строить предложения и выражать свои мысли, следующим этапом нам предстоит работать над беглостью своей речи и правильностью. И, например, в английском языке одна из главных проблем для меня – это предлоги. Какой предлог использовать с каким глаголом, а также времена. И когда я читаю субтитры, я, во-первых, и слушаю, и читаю, сравниваю произношение, как бы я это прочитала. Если я бы прочитала по-другому, то я тоже обращаю на это внимание. И я обращаю внимание на сложные для меня моменты. Вообще, мой совет как преподавателя для всех студентов – это слушать аутентичный контент, смотреть и обращать внимание на слова и формулировки, которые вы понимаете, но сами бы так не сказали. Вот это прям самая первая зона роста для вас. То есть это даже не новые слова, а то, что вы уже знаете, но по каким-то причинам сказали бы это по-другому, не как носитель. Самая частая причина, почему вы бы сказали это по-другому, потому что вы неосознанно переводите со своего родного языка. То есть вы используете буквальный перевод. А с иностранными языками так не работает. Вау, это действительно очень важная мысль. Я не думал об этом прям в этом ключе. Ты говорила мне, да, когда мы смотрим какой-то фильм, что типа, а вот так бы я не сказала. Я бы вот эту мысль с другим порядком слов сформировала. И я думал, да, ты обращаешь на это внимание, я, соответственно, тоже обращал на это внимание, но я не смотрел в корень. Я не думал, что мы бы сказали по-другому из-за того, что мы привыкли говорить по-другому в нашем родном языке. Это интересная мысль. Да, и именно по этой причине в своих скриптах к эпизодам этого подкаста я выделяю другим цветом важные слова, формулировки и обращаю внимание на такие детали, как предлоги, порядок слов, падеж, потому что это что-то неочевидное, но я стараюсь научить студентов замечать. Очень важно замечать. Это первый шаг к тому, чтобы говорить лучше. Но у тебя прямо очень мудрый преподавательский подход. У меня все как будто бы проще. Расскажи о своем подходе как обычный студент. Что ты сейчас делаешь для того, чтобы поддерживать свой английский язык? Какая у тебя учебная рутина? Тут, я думаю, надо сказать, что я выучил английский только в университете. В школе я относился к английскому языку примерно как и к немецкому. А там еще и с преподавателем не очень нам повезло, я бы сказал так. Поэтому со школы я вышел практически с нулевым знанием английского языка. И я невероятно плотно учил английский все 5,5 лет в университете. И поднял его с нуля до уровня B2 за это время. У меня, наверное, практически каждый семестр были вечерние занятия какие-то. И потом, когда я устроился на атомную станцию и начал работать, погрузился в обычную рутину, в которой вообще не было места английскому языку, я стал его забывать. И мне стало грустно, что потрачено так много сил, а теперь они все могут быть напрасны.
И ты, наверное, помнишь, в какой-то момент нашел себе преподавателя, американца из Калифорнии, несколько раз с ним созванивался по воскресеньям, и ты пробовал найти мне тандем-партнера, чтобы мне было с кем разговаривать, и я поддерживал свой навык. Но для меня тогда это все было слишком стрессово, мне было тяжело общаться на английском языке, и эти созвоны были в воскресенье с носителями языка, и я весь день очень нервничал, и можно сказать, что вот выходной был испорчен. Один из немногих выходных, которые у меня были, омрачались тем, что вечером мне нужно было созваниваться с каким-то канадцем или американцем, говорить на английском, и я весь день из-за этого нервничал, и быстро я отказался от этой затеи. Ух, бедняжка. Я очень надеюсь, что мои студенты на разговорных клубах так себя не чувствуют. Я стараюсь сделать все, чтобы такого стресса не было, и мне сейчас очень жаль слышать, что для тебя это был такой стресс. Хотя, когда я проводила интервью со своими студентами, многие говорили о том, что они боятся говорить с носителем, или они боятся делать ошибки при других студентах, потому что не хотят потерять свое лицо. То есть это очень распространенная проблема, что люди стрессуют, переживают из-за ошибок. Очень жаль. Я хочу, чтобы все понимали, что когда вы учитесь, ошибки — это нормально, ошибки — это наши учителя тоже, и они неизбежны, поэтому давайте меньше стрессовать. Это естественный процесс обучения, и учитель, как никто, должен вас поддерживать. Если вам очень плохо и стрессово с учителем, наверное, это не ваш учитель тогда. Да, я думаю, что тут я согласен, хотя должен сказать, что в том случае мой стресс был не из-за преподавателя, потому что он проходил прямо вот в первую минуту после звонка. Я подключался в Zoom на урок, и через минуту никакого стресса не было. Мы целый час просто в удовольствии сидели и разговаривали обо всем. Я мог спрашивать все, что угодно, про английский язык, про жизнь в Америке, что-то про культуру, про песни Эминема, что-то я у него спрашивал. Но было стрессово, я думаю, это была моя личная проблема, просто мой языковой барьер и недостаток навыков разговорного английского языка, то есть недостаток практики говорения. И для меня ситуация переломилась, когда мы уехали в эмиграцию, потому что я понял, что теперь английский язык для меня едва ли не более важный, чем русский, и я должен не просто развивать его, но и сломать этот свой языковой барьер. И на самом деле сломал я его довольно легко, потому что в ситуации, когда у тебя нет выбора, когда ты стоишь в аэропорту в Абу-Даби в Макдональдсе, и тебе сейчас нужно заказать на английском языке еду, чтобы поесть, и другого варианта у тебя нету, он ломается довольно легко. И после этого, после нашего переезда в Черногорию, я стал больше практиковать английский язык, и, как ты знаешь, я выбрал для себя очень интересный путь. Я начал читать, а впоследствии слушать аудиокниги Гарри Поттера. Дело в том, что Гарри Поттер — это мои любимые книги моего детства, которые напоминают мне обо всем хорошем, светлом и беззаботном, что было в детстве. И в эмиграции, на чужбине, со всем стрессом, я был очень рад к ним вернуться, и вернулся к ним именно на английском языке. И первые 2,5 книги я прочитал, потом понял, что глаза у меня устают, и я весь день смотрю в экран ноутбука, и не хочу вечером смотреть в экран электронной книги, так что я стал слушать. И в итоге я дослушал все 7 частей в прекрасном прочтении Стивена Фрая, и это было великолепно. И я думаю, что это сильно прокачало мой английский. Кстати, ты был первым, кто начал слушать книги на английском языке, и ты меня вдохновил тоже начать это делать. Я боялась, и я думала, что мне будет слишком сложно, и когда ты начал слушать, я подумала, что я тоже должна, я тоже могу. Но если Антон может, я тоже могу. И даже не только тебя ведь, и наших друзей тоже. При том, что никто в меня не верил. Когда я сказал друзьям, что я теперь буду читать на английском, они такие: да ладно, ты забросишь, это слишком тяжело, и ты бросишь, и не дочитаешь даже первую книгу наверняка. Но потом где-то к 4-5 книгам, особенно после того, как я перешел на аудиоверсию, в меня поверили. И я подсадил наших друзей на аудиокниги на английском тоже.
Было прикольно. Да, это хороший пример того, как окружение благоприятно повлияло. Да, ты был моим окружением и окружением наших друзей, и ты на всех нас повлиял и вдохновил начать читать на английском. И в этом году я уже успел послушать, и ты тоже, кстати, мы вместе слушали трилогию Лю Цисиня «Задача трех тел». Очень крутая научная фантастика, мне было невероятно интересно, и я с удовольствием обнаружил, что я прослушал все 3 книги, и я почти ни разу не заглядывал в текст. То есть прямо буквально по пальцам одной руки пересчитать, сколько раз я обращался к тексту, чтобы что-то понять. То есть я понимал на слух прекрасно все. Ну или почти все, во всяком случае я получил большое удовольствие. И я обнаружил, что картинка у меня в голове генерируется напрямую из английского текста. Я не знаю, как это объяснить, может быть, ты как преподаватель мне сможешь сказать. Я не переводил ничего на русский язык, то есть русский язык как язык-посредник ушел у меня из головы, и я просто воспринимал информацию на английском, и она сразу же переходила в эмоции, в какую-то визуализацию у меня в голове. И вот здесь я, наверное, думаю, что уже все барьеры точно сломаны на данный момент. Слушай, это прекрасно. Это действительно лучшее, к чему ты мог прийти. Если ты в своей голове убрал этот язык-посредник русский, то, наверное, уже можно сказать, что ты знаешь английский язык. Это очень круто. Я понимаю тебя. Я тоже заметила, что я могу думать по-английски, не переводя с русского. И желаю этого всем своим студентам, чтобы они меньше думали на своем родном языке и старались мыслить именно на русском. Ну, нет, ты немного преувеличила мои способности. Я не могу думать и говорить на английском, полностью избегая русский. Я только потреблять могу информацию, то есть слышать и читать, не переводя через русский. А с говорением все еще есть какие-то проблемы, и как раз в прошлом месяце я предпринял шаг, чтобы побороть это, и записался в разговорный клуб. И теперь пару раз в неделю я хожу на Zoom-встречи разговорного клуба на английском, где пробую больше говорить. О, действительно, значит, у тебя еще есть эта зона роста, чтобы научиться думать по-английски, когда ты говоришь. Я думаю, что я этого уже достигла. У меня получается думать по-английски. Как ты думаешь, твои разговорные клубы помогут тебе? Я думаю, что, конечно, да. Прежде всего, у тебя гораздо больше практики разговора на английском, то есть ты часто на уроках с учениками что-то объясняешь на английском. А у меня даже, несмотря на то, что мы живем за границей, мы не живем в англоязычной стране, и у нас нет особо иностранцев-друзей, каких-то англоязычных друзей, с кем можно было бы много говорить. А нужно очень много говорить, чтобы сломать этот барьер. Но я думаю, что если добавлять все больше и больше разговорной практики, в том числе вот эти встречи разговорного клуба, может быть, позже я найду какие-то еще разговорные клубы, другие, и буду ходить и разговаривать еще больше. Я думаю, что в этом случае все получится. Они мне точно помогут. Я тоже думаю, что именно много разговорной практики поможет сломать этот языковой барьер и научиться думать на английском. Именно беглая, спонтанная речь, когда у тебя есть собеседник, и ты должен быстро реагировать на то, что он говорит, и у тебя нет много времени на то, чтобы подумать, а твоя речь просто льется, как вода. Мне кажется, вот такие условия нужны для того, чтобы научиться думать по-английски или на другом иностранном языке. А расскажи теперь ты про испанский. Ты ведь параллельно с тем, как поддерживаешь работоспособным свой английский язык, ты ведь учишь еще испанский с нуля, и, насколько я знаю, у тебя уже неплохой уровень. Как у тебя это происходит? Как педагоги учат иностранные языки? Ой, мне очень нравится, что ты спросил меня об этом. Я прям много об этом могу говорить, но мне нужно себя как-то ограничить, поэтому я уже начну. Во-первых, хочу рассказать, что испанский — это мой второй иностранный язык, который я начала учить и взялась за него очень серьезно. И мой подход к изучению испанского кардинально отличается от того, как я учила английский.
в свое время. Английский я тоже начинала учить в школе, у нас были учебники, у нас были уроки, преподаватель, все было довольно скучно, обычно, неинтересно. И уже будучи преподавателем, я решила попробовать совершенно другой подход. Во-первых, у меня был учебник, то есть я начинала учить с учебником, и я начинала учить испанский язык сама, то есть без учителя. Это тоже интересный опыт. Чтобы у меня была база, система, чтобы я не делала хаотичные действия, я просто взяла один учебник, который мне понравился, и брала темы оттуда, исследовала учебной программе из учебника, чтобы все делать шаг за шагом. Но параллельно, как только я почувствовала в себе силы, я начала подключать подкасты на испанском языке. Сначала это были подкасты на английском и испанском. То есть там объясняли немного, что говорили, и мне это помогало. И таким образом я организовала для себя очень большой инпут, да, такой ввод иностранного языка, испанского, в мою голову, можно так сказать. То есть во многом я изучала испанский язык очень естественным образом. Я с самого начала постаралась использовать язык как инструмент, потому что подкасты, которые я слушала, были очень интересные. Мне нравилась информация, которую они там рассказывают. Мне очень хотелось понять, что они говорят. И поэтому у меня была большая мотивация понять эти подкасты. Я читала дополнительно скрипт, я переводила, подчеркивала для себя коллокации, лексические чанки, то есть те слова, которые обычно используются вместе. И я сейчас уже вижу, что я учу испанский где-то 3-й год. И по сравнению с английским, который я учу, уже где-то 15 лет, если учитывать школьное образование. По сравнению с английским у меня прогресс идет гораздо быстрее с испанским, потому что я сразу же подключила аутентичные материалы. Я стала как можно быстрее использовать язык, чтобы узнавать информацию. Но при этом, конечно, работать с лексикой, читать скрипты. Собственно говоря, после изучения испанского ко мне пришла идея в голову начать свой подкаст для изучающих русский, потому что я на своем опыте поняла, как это классно. В общем, поэтому я люблю очень свой подкаст, вкладываю много в него сил, потому что на своем опыте я прям почувствовала, как это может быть эффективно и увлекательно. Да, ты очень включенно и методично изучаешь язык, мне до такого уровня далеко. Я ведь тоже заражался от тебя тягой к изучению испанского и даже более 100 дней провел в Duolingo в ударном режиме, изучая испанский язык. Но не могу сказать, что мне это как-то сильно помогло. Через 100 дней мне стало скучно, и я забросил. Антон, не могу не спросить, что ты думаешь о Duolingo? Это полезный способ или нет? Эффективный или нет? Расскажи, что думаешь. Я, если честно, так и не сформировал до конца мнения насчет Duolingo, потому что не так много времени у тебя занимает изучение языка в приложении, то есть ты можешь тратить 5 минут в день. Поэтому и больших результатов просить от него как будто бы нельзя. Но вот, например, пополнить словарный запас там можно точно. Я до сих пор помню многие слова и какие-то выражения, и даже тебя иногда ими удивляю, когда нет-нет, да верну что-нибудь на испанском, и ты такая: «О, откуда ты это знаешь?» Я до сих пор помню, хотя с момента тех 100 дней прошло уже больше года. Поэтому, я не знаю, я не думаю, что в Duolingo можно выучить язык с нуля, но если ты используешь его как дополнение к занятиям с преподавателем или, например, как способ не забывать язык, поддерживать его на каком-то одном уровне, наверное, он может хорошо работать. У меня есть друг, который начал заниматься в Duolingo синхронно со мной, и у него сейчас более 500 дней. Вот он скидывал скриншот несколько дней назад, что у него 500 дней ударного режима в Duolingo.
Он учит английский, и он начал учить практически с нулевым знанием английского языка. И вот мне очень интересно приехать в Астану и попробовать поговорить с ним, помучить его, позадавать вопросы, понять, что он выучил за это время. Мне тоже интересно приехать домой и поспрашивать мою маму, потому что она тоже учит английский в Duolingo, и мне прям интересно позадавать ей вопросы и посмотреть. Вообще, я думаю, что с правильным подходом даже Duolingo может работать. То есть, если вы методично, тщательно подходите к тому, что учите, повторяете, пытаетесь построить свои предложения, то даже Duolingo может работать. Но я в целом слышал от тебя негативное, скорее, мнение о Duolingo и подобных приложениях. Ты как преподаватель веришь в возможность выучить язык только в таком приложении? Конечно, нет, не верю. Я думаю, что это невозможно. Это может быть дополнительным инструментом, чтобы учиться, но только с помощью него невозможно выучиться. Потому что там вы выполняете механические упражнения. Это такой дрилл. Дрилл — это когда, например, вы изучаете новый падеж и делаете упражнения просто, чтобы механически запомнить окончание этого падежа. Duolingo для такого запоминания хорошо работает, но чтобы говорить и реально использовать язык в своей жизни, я думаю, что не подходит. Вот, например, сейчас я знаю, что моя мама очень боится говорить, и она с ужасом думает о том, что я приеду и буду что-то у нее спрашивать и пытаться с ней разговаривать. То есть она год уже сидит в этом приложении, но при мысли о разговоре с кем-то она начинает дрожать, переживать, стрессовать. Так что, мне кажется, нет, Duolingo не работает как единственный инструмент. Мне на самом деле очень интересно узнать больше мнений по этому поводу, потому что очень много людей учат языки в Duolingo, и я уверен, что среди наших слушателей тоже есть такие люди. Расскажите, пожалуйста, напишите в комментариях к этому выпуску в Телеграм-канале, будет пост с этим выпуском. Напишите в комментариях, какой ваш опыт. Удалось ли вам выучить что-то или развить язык, который вы уже когда-то учили с помощью Duolingo? Да, я буду очень ждать ваши ответы. Ну ладно, Антон, давай заканчивать. Мы превысили все лимиты. Этот выпуск, мне кажется, получился самым длинным из всех наших выпусков, так что хватит. А мы еще даже не рассказали про наши попытки учить сербский язык. Да, очень большая тема. Может быть, стоит ее продолжить в следующем выпуске. А мне наоборот кажется, что небольшая. Мы просто пробовали, выучили несколько слов, чтобы было проще ходить в магазин, и потом забросили. Ну ладно, хватит, все, заканчиваем. Спасибо, друзья, что послушали нас. Напоминаю, что 18 ноября у меня начинается курс на основе подкаста. Заходите на мой сайт, изучайте информацию, оставляйте свои контакты, и я обязательно с вами свяжусь. Пока-пока! До встречи! Russian with teacher Irina. Russian from zero to hero.